Привет! В комментариях вы меня часто просили сделать обзор на что-нибудь еще, кроме наушников. И сегодня как раз тот день. Прямиком из Китая, с пылу с жару до меня добралась новинка. Умные часы Amazfit GTR. Сейчас мы посмотрим, насколько они умные и что это вообще за зверь такой. Не будем затягивать. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Amazfit GTR поставляется в белой коробке из плотного картона с черной обложкой. Упаковка довольно приятная, белая коробка особенно, сделана прям стильно. Внутри нас ждут сами часы, и, кстати, есть несколько версий, на 42 мм и на 47 мм. Характеристики вы видите на экране. У меня версия на 47 мм с алюминиевым корпусом и силиконовым ремешком. Также в комплекте еще таблетка зарядного устройства и инструкция. Часы внешне выглядят прям круто. Корпус матовый, экран защищает стекло Gorilla Glass 3-го поколения. И, кстати, стекло немного утоплено, буквально на полмиллиметра, и это плюс. Во-первых, так оно будет реально меньше царапаться. Во-вторых, можно наклеить защитную пленку, и за счет утопленного стекла пленка не будет отрываться. Amazfit достаточно легкие и на руке практически не ощущаются. Мне кажется, они будут смотреться нормально на любой мужской руке, потому что даже на моем достаточно узком запястье часы не смотрятся огромными. На правой грани расположены две кнопки. Верхняя отвечает за включение и выключение, на нижнюю можно повесить разные действия. К примеру, уведомления, поиск телефона, да вообще любую функцию, которая есть в часах. С обратной стороны контакты для зарядки и датчики сердцебиения. Комплектный ремешок силиконовый, сделан типа под кожу, выглядит интересно. Но на случай, если вам такой не нравится, его можно заменить на другое. Благо сюда подходят обычные стандартные ремешки. У GTR есть две версии, глобальная и китайская. И по крайней мере на текущий момент на китайской версии нельзя прошить русский язык, даже английский нельзя поставить, только китайский. И у меня как раз китайская версия. Но при этом уведомления приходят на русском языке. В целом приноровиться можно, так как у часов не самый сложный интерфейс, но лучше сразу покупать глобальную версию. По ссылке в описании как раз она. В Amazfit установлен AMOLED, экран размером 1,39 дюйма и плотностью пикселей 454 на 454. А говоря по-простому, экран сочный, картинка яркая. На солнце, конечно, изображение немного выцветает, но все равно видно. Первое включение нужно проводить с приложением Amazfit, иначе часы работать не будут. Изначально на часах установлено только 2 циферблата, но через приложение Amazfit доступно еще в районе 40 штук. Все они, конечно, на любителя. Но насчет этого особо можно не париться. Через месяц-другой Xiaomi по-любому наштампует циферблатов на любой вкус. Подняв руку или нажав на кнопку включения, загорается сам циферблат. Always On Display здесь, к сожалению, не завезли. Может, поправят скорыми прошивками. К примеру, на том же Huawei Watch GT Always On Display поставили как раз спустя время. Итак, основные моменты. В часах куча датчиков. Пульсометр, барометр, GPS, шагомер, трехосевой геомагнитный датчик, есть датчик освещения. И, естественно, есть будильник, таймер, секундомер, прогноз погоды. Amazfit GTR — это смарт-часы, но по функционалу они, скорее всего, ближе к Mi Band 4, только с большим экраном. Здесь можно мерить пульс, отслеживать сон, получать уведомления, переключать музыку. Но на уведомления нельзя отвечать. Нельзя принимать звонки, можно только нажать «Отбой». Нельзя устанавливать приложения, нельзя закачивать свою музыку, так как здесь нет встроенной памяти. Здесь установлена своя операционная система Amazfit Lite, с которой вы ничего не можете сделать, только пользоваться стандартным функционалом, который заложил производитель. Когда пользуешься часами, видно, что интерфейс прям подтормаживает, особенно это видно, переключаясь между экранами. В настройках не так тормозит. Мне, как перфекционисту, этот момент особенно заметен, но, скорее всего, в скором времени это тоже поправят. А еще вместе с интерфейсом иногда и нажатия не срабатывают в некоторых подпунктах. К примеру, когда я переключал треки и пытался подрегулировать громкость, она регулировалась через раз, хотя я вроде нормально нажимал. Но опять же, это может быть из-за сырой начальной прошивки. Для спортсменов через приложение Amazfit можно подключаться к аккаунту в Strava, и туда автоматически будут приходить ваши тренировки. Так как в GTR есть GPS, во время бега прокладывается маршрут и потом его можно посмотреть. Кстати, по поводу уведомлений. Если приходит сообщение один за другим, то по умолчанию отображается первое сообщение. Далее просто снизу появляется иконка с количеством новых уведомлений. Чтобы прочитать все, нужно зайти в меню и долистать до уведомлений. Ну или просто можно повесить уведомление на нижнюю кнопку.
MSFit GTR защищены от воды и пыли и выдерживают давление до 5 атмосфер или погружение на глубину до 50 метров. Иными словами, ходить в душ, бегать и плавать в них можно без проблем. Автономность. В часах установлен аккумулятор на 410 мАч, и производитель заявляет, что время их автономной работы при активном использовании 24 дня. Ну, не знаю насчет 24 дней, но у меня за 3 дня они сели на 30%. Правда, это было прям очень активное использование. В обычной жизни так часами не пользуются. Так что на 2 недели активного юзания точно хватит, ну или примерно на месяц менее активного. Но в любом случае за автономность здесь жирный плюс. Насчет 74 дней, как заявляют некоторые, я, конечно, сомневаюсь, но если вообще ими не пользоваться, то может и хватит. А еще часы работают по протоколу Bluetooth 5.0 и поддерживают телефоны с версией Bluetooth выше 4.2. MSFit GTR версии на 47 мм сейчас можно купить на Gearbest за $139. Много это или мало? Смотря что для вас важно в смарт-часах. Здесь есть такой необходимый минимум. Уведомление, управление музыкой, GPS есть, вот это, кстати, круто. Но по функционалу от того же Mi Band 4 они недалеко ушли. Их фишка — это внешний вид и автономность. Если меня спросить, они мне больше понравились или больше не понравились, я скажу: понравились, но не на китайском языке. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, как тебе MSFit GTR. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.